Всем привет, друзья! Начался групповой этап, а мы тем временем переехали в новый практис. Он огромный, и посмотрите, какой из него вид открывается. Егор стабилен очень в своем рационе. Ты на ком? Исключительно в корпоративных цветах питается мальчик. Романыч играет в доту, не будем его отвлекать. Здорово. Здорово. Ау. Тут просто Мэджикл на Ланае убил обеда. И я вот так. И ты вот так? И я вот так обрадовался, так сказать. Нави! Друзья, все это время с вами не здоровался Вова не потому, что его нет в команде, он есть, просто он очень занят, играет в доту, тренируется, не хочет отвлекаться от основной своей работы на турнире. Моргни, если тебя держат в заложниках. Так, а на каком стриме идет эти? Да чё? Как дела? Отлично. Егор делает предикт сейчас на матч Secret в Вичи Гейминг. Какой предикт? Игра уже закончится. На момент того, как мой предикт выйдет. Да какая разница? Тут фри для Вичи. Что ты не флексишь? Нормально все. Он уже не тот. Он уже не та легенда. Чё? Все, в доту, может, пойдешь поиграешь? Да я уже поиграл. Я жду матч. Надо настроиться, это понимаешь? моралька, Надо плюс настроиться, моралька. конечно. Плюс моралька, хорошее настроение. Get the blood flowing, как говорится, правильно? Что, в переводе на русский? Ну, чтобы кровь. Надо втянуться, пока А потом еще с ультой скинул всякие. Да, перестом тоже скидывают. Мне показалось, что только что Павел Хвостунов заходил в практис по Virtus.pro. Да, стратегию узнать. Вот у нее сейчас третья карта. Но он говорит, как выиграть третий ЕГЭ. Ну, Лёха подсказал. Она зайти в лобби? 20 минут. Alright. 20 minutes. Человечек принес SSD-шечки. Это значит, что сейчас начнется, наконец-то, первый наш матч в группе против альянсов. И мы не знаем еще, чем он закончится, да. И мы счастливы. Счастье. Наша группа переместилась наблюдать матч Virtus.pro Альянс первую карту. Анатолий сосредоточен, но он все-таки прокомментирует нам пик нашей замечательной команды. Даже, Анатолий? Да, сейчас только вот на этой вышке мы увидим, что произойдет. Ну, то, что сейчас практически игра решается. Зафокусить не получится, Солоч может умереть, здесь ракетка на него стоит, чуть не баршот, Перепти пытается выпрыгнуть. Вот этот эпизод мне очень понравился. Именно потому, что... Ну, в общем, пик у нас обалденный. Мне все очень нравится. Особенно после этого файта. И... Да не, мы в целом хорошо готовы, я считаю, к этому турниру. И... Ну, у нас не должно быть проблем с драфтами, если только нас соперник не начнет как-то аутплеить очень сильно еще на стадии драфта, потому что мы, я считаю, что достаточно хорошо подготовились, разбираемся неплохо в мете и готовы даже по ходу турнира адаптироваться просто к... Если здесь что-то начнет меняться и приоритет героев будет изменяться, то уже будем думать, насколько это хорошо у нас будет получаться, но в целом у нас было много времени, и мы не тратили его впустую. Ну, короче, первые 30 минут первой карты так себе, конечно, были. Ну, еще один раз и парочку еще героев убить. Ну, вот сейчас сноуболить надо, вот это окно, которое у нас есть. Конечно, сейчас дота такая, что ты, если убиваешь кора, и вот это вот происходит, и ты начинаешь оформить карту, захватывать преимущество, это очень много возвращает. Ну, сколько вот было, 21? Пока сейчас геро резнится, он будет уже 1012 преимуществ. Ну ничего, у нас там реалити рифт. В общем, подводя итог в первой части этого влога, могу сказать, что первый день группового этапа закончился для нас не очень. Надеемся на следующий день. Но что делать? Первая не пошла, такое бывает. Ждем следующий день. Продолжаем верить в командочку.
Друзья, ну, конечно, я никому из вас не желаю смотреть матчи вашей любимой команды с таким валидолом, с каким их смотрим мы. А вообще, где бы вы ни смотрели мажор, у Parimatch есть для вас отличное приложение для iOS и Android. Как вы знаете, это лучшее приложение для прогнозов и просмотра матчей одновременно. Как обычно, заходите в закрепленный комментарий и переходите по ссылке. А для самых преданных фанатов Virtus.pro мы оставляем бонус. Всем Parimatch. Ты как вообще? Нормально. А ты как? Я тоже нормально. Ну, славно. Хорошо, что у нас обоих дела идут нормально. Мне еще надо, чтобы 2 раза дела пошли нормально. Да, справимся. Как говорил твой тиммейт бывший? Не на очке вот. Ничего, справимся, не справимся, ничего. Ты кто так говорил? Швейцат великий. Роман, а.к.а. Рамзес Кушнарев. На Чонце мейджоре. Правильно? Ну что, друзья, у нас второй день группового этапа. Мы по-прежнему в практисе. Мало что изменилось. Полным ходом идет warm-up. Ребята разыгрываются, катают в дотку. В целом все стабильно. Посмотрим, что принесет нам этот день. В общем, мы с Димой решили, что в практике нам делать нечего. Там идет серьезный тренировочный процесс. Мы решили пойти по традиции за кофе в Starbucks. И мы сейчас находимся где, Дима? На центральном вокзале города Лейпциг. Диман, рассказывай, как наша молодежь себя чувствует? Это их какой там, четвертый лан? Третий выездной? Ну, если Parimatch считать, то да, у нас был Гамбург, Parimatch, Сингапур. То есть везде успели, да, поиграть. И это 4-й лан получается. Но самый крупный. Как ребята адаптировались к путешествиям, вот малые? Слушай, на самом деле очень спокойно. Ну, как бы в бытовом плане нет проблем. Единственное, для них очень непривычно то, что очень разная еда. Вечная проблема, да, дотеров. В целом легко переносят путешествия. Ну вот вы, собственно, поездили по разным странам, уже там 3 страны ребята посетили. Где они успели побывать вот вне турнира уже с ребятами? В Сингапуре Рома Resolution взял малых и повез в Universal Park предпоследний день. Ну вот, очень мило, лампово они там потусовались. Мне вообще наша молодежь, конечно, очень сильно напоминает Рамзеса образца 16-го года, когда все ходили там на прогулочку, уже там матчи закончились, все, никто не играет, но Ромка сидит и играет в доту. Сейчас так же, да, получается? Да. Парни полностью в игре. Но я так понимаю, это не особо как-то влияет на что-то, типа им окей, и всем окей. Да, это абсолютно нормально для молодежи, как бы. Для них игра сейчас на первом плане, ну, абсолютно на первом, как, в принципе, для всех игроков, но для них жизнь, скажем так, состоит из игры. Закончились новогодние каникулы, ребята все вернулись. В каком настроении они возвращались на буткэмп? Слушай, в очень хорошем, приподнятом, все были отдохнувшие. Очень хороший, как я понял, Новый год. Ребята ездили в Грузию. Получился ресет, поэтому все собрались полной энергии, на позитиве. И у нас был очень-очень плотный тренировочный процесс. То есть по 3 КВ в день, по 6 карт. Каждый день, без исключений, куча пабликов, постоянные разборы с доской, с просмотром реплеев на телевизоре, там вот этим всем. Очень, да, такой плотный профессиональный подход к тренировке. Ну, то есть то, что сейчас у нас какие-то происходят там неприятные матчи, это скорее, ну, случайность, да, чем какая-то закономерность? Случайность, это не закономерность, да, но это, скажем так, первый блин комом. Все-таки парни молодые еще волнуются, команда все-таки новая, и есть мандраж. Ну да, типа на разборах они все понимают, на тренировках все делают, потом конечно, ты играешь на мажоре, это важно, потому плюс с альянсами у нас очень неудачно сложилось последние все разы, поэтому у парней тоже есть определенная неуверенность, мандраж, и не все планы получается, скажем так, выполнять, исполнять, есть хаос. Но я бы сказал, опять же, ну, разгоняемся, разогреваемся, судить можно только уже после нескольких дней чемпионата. Да, но я вчера, собственно, после матча с альянсами посидела в практике. Леха очень классно провел беседу с ребятами, то есть очень хороший был разбор, спокойный, много полезного им сказал. Мне кажется, должно стать лучше. Да, ну вот, как говорится, сегодня увидим. Еще маленькое наблюдение. У нас Егорыч, в принципе, на 90% состоит из сахара и чипсов, и даже кофе у него просто, ну, фрапучино. Да, очень сладкий. 200 тысяч калорий. А вот Вовка Миненко у нас молодец. Он по-прежнему каждый вечер ходит в зальчик. Да. Перекусывает яблочко. Вовка нам сегодня рассказал, что его вчера уже под закрытие выгоняли из спортзала, потому что он до последнего звонка занимался. Мы несем кофе пацанам, надеемся, что это взбодрит их максимально, и мы сегодня затащим 2 матча. А потом все будет хорошо. Вот. Венера. Пока настрой такой, ребятки.
Stay positive. Как вы можете заметить, DreamHack в Германии очень ждут, и здесь вот баннер висит, собственно. Скоро все начнется. Кстати, еще одна небольшая полезная информация. Еще наш КС состав прилетит скоро в Лейпциг. Они тоже будут здесь играть, тоже на DreamHack. Так что просто всем киберспорт. Игры смотрим. Все же играют активненько. Альянс, AJ. За альянсов болеют? Смотрим, как бороть Alliance. А тут Надик снимет. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Владимир, Чё? вы Ведьмака-то как вообще оценили? Сериал? Да, почему? Да. Да, конечно. Чё, ок? Ну, по сравнению с кигами нет, но в принципе увидеть картину на экране это очень круто. Ну слушай, а Я кайфанул. кто из девчонок тебе больше всего зашел каст? Геральт. Тоже начну треки свои записывать скоро. Надо просто научиться писать. Научишься? Да. В доту лучше, да? Пусть играет. Так бы я ничего не делал, Сларку из Дайте в доту поиграть. Хочу с Тимой в доту поиграть. Ты час оплатил? Мне, пожалуйста, продлите на 2 часика. Теряю тавр на 7-й минуте. Если ВРК тоже может прилетает, а ВРК не прилетает. Так она же может прилететь. И что она сделает? Пауэршот кинет в пачку. Да, там Это очевидно нормально. просто один шейкер перетягивается в топ, они начинают триплить и продолжают дальше. Ну чё, Романыч, Да. нам пришло время выпиливаться из вашего практиса, Счастливо. а вам пришло время выпиливаться в верхнюю сетку. На этот раз мы не будем делать никаких предиктов, вообще ничего не будем говорить. Ну, я и не делаю никогда предиктов особо. Это правда. За это мы тебя и любим, Анатолий. Ну, да нет, ну, вчера-то первая игра, я уверен, что должна была быть за нами. А во второй уже какое-то такое помутнение. Ну, драфт был не самый удачный, конечно, но хорошая команда должна выигрывать таким драфтом. Мы просто очень плохо поставили линии. Лично мое мнение, но это уже после драки кулаками не машет. А ты смотрел после матча Илёхина? Ну да, ну Согласен? он прав, да, что мы очень много ошибались на стадии драфта, особенно первой стадии Рубик ЛЦ, это очень слабо, но за это полностью моя ответственность, это я пропушил. То есть, опять же, и, ну, тяжелый день вчера был, короче, много. Опять эти альянсы. В общем, сегодня будем очередной раз что-то менять и проходить уже, стараться изо всех сил. Много очень обсуждали, на самом деле, вчера, очень много поговорили. Да, вы долго сидели. Да, мы очень много о чем разговаривали. И сегодня тоже коснулись этой темы, сейчас перед игрой. В общем, посмотрим, как все будет складываться. Но по ходу турнира придется перестраиваться немного, и по итогам турнира будет понятно, насколько мы в этом преуспели. Ну, секунду просто умирает. В общем, с вами 4,5К аналитика от Яночки. Яночка, Да. привет. Приветик. Вот смотри, я же говорила, что не баншу на ластпик возьмут. Да, так и было. Вот, ну, вот поэтому. А вот тут наш менеджер Никита 4К. 4К Versus 4,5К. Да. Ну вот, что тебе рассказать? Это команда Virtus.pro, это команда РР, Reality Rift, наверное. Там кто у нас играет? Оленька, Санечка. Валерчик. Virtus.pro мне нравится, мне Нунчик нравится. Краба, он хорошо всегда на ней играет. В принципе, и вообще всегда хорошо играет. Но у них темпларочка, Санечек, тоже нормально бахает. Темпларочка очень метовая. Вот играем последний поздно вечером, часов 10. Серьезно? Да. Ну, с такой игрой, парни, я думаю, что мы будем крепко принимать. Друзья, я уже предчувствую, что комментарии будут огненные под этим влогом, но хочется вам сказать, что на этом турнир-то не заканчивается, правильно? Турнир начинается с плей-оффа. Да? Конечно, не так, как хотелось бы, но в любом случае будем стараться поиграть как можно дольше на этом турнире и как можно лучше. Да, парни стараются и будут стараться дальше, поэтому все, что нам нужно от вас, это ваша поддержка. Спасибо, что смотрели этот влог. Пока.